Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о очень интересном и любопытном персонаже, крестном отце сына Лукашенко, точнее сына дочки Лукашенко, но это впереди. В общем-то, мы поговорим о тех, кто убеждает белорусов, что забастовки быть не может, о тех, кто готов выключить кислород шахтерам, чтобы те задыхались ради экономии электричества в то время, когда покупает себе и своей семье автомобиль. Сам прописан в Дроздах и никогда не нуждался в финансах. Спрятаться от народа невозможно. Немало интересной информации обнаружили белорусские киберпартизаны в рамках операции «Жара» о руководителе одного из главных государственных предприятий Беларуси – Головатый Иван Васильевич. На сегодняшний момент является не только директором ОАО «Беларусь-Калий», но и членом Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь, но и крестным отцом дочери Виктора Лукашенко, старшего сына Синепалова неадекватного деда. Это еще один типичный представитель лукашенковской номенклатуры. Бездарный хозяйственник, трусливый халуй, не уважающий ни рабочих, ни их труд. По данным пресс-службы Белорусского объединения рабочих, на должность руководителя Беларусь-Калия Головатый был назначен еще в 2014 году. Под его руководством ситуация на Беларусь-Калии приблизилась к катастрофической. Травматизм, мошеннические схемы отмыва денег, в том числе через подставные строительные компании. Ну и, конечно, контрабанда сигарет, куда уж без нее, которые вагонами отправляются за границу вместе с удобрениями. Одна из наиболее прогремевших схем отмыва – футбольный клуб «Шахтер», в котором за бешеные деньги покупаются легионеры, даже не играющие за эту самую команду. По словам самих шахтеров, за эти годы на предприятии серьезно увеличился износ оборудования. Сократилось количество вспомогательного персонала и увеличились нормы выработки. Травматизм, кстати, повысился в результате того, что многие сотрудники вынуждены ходить на дополнительные смены. Некоторые из них работают по 2-3 недели с одним выходным. К тому же людям приходится работать на изношенной технике, которая даже не подлежит ремонту. А все потому, что Головатый решил показать, что может вывести предприятие на сверхприбыль, не теряя на это деньги. Вот несколько фотографий Беларусь-Калия, чтобы ощутить глубину кризиса на этом самом флагмане. Именно по приказу Головатого была сокращена подача кислорода в шахты. Мотивировано это решение было экономией электроэнергии. Но ему, видимо, невдомек, что экономят электроэнергию не ценой здоровья сотрудников. Вот, например, одна из аварий произошла 11 сентября прошлого года на 4-м рудоуправлении. По информации из Тачкома Беларусь-Калия, что-то произошло с Минкой, шахтой машинной. Головатый лично присутствовал на месте происшествия, выпроводил с работы главного инженера и заминал аварию как мог. Следующий несчастный случай не заставил себя долго ждать. Вновь все на том же 4-м рудоуправлении 17 октября 2020 года рабочему отрезало палец. Его тихо вывезли с места происшествия. Выплат по результату он так и не получил. Естественно. Уже 27 октября на Краснослободском рудоуправлении при установке и запуске маслостанции из-за износа сорвало шланг от напора. В результате бригадира этого управления увезли со сломанным носом и другими травмами. Видимо, от страха, что все покалеченные сотрудники придут за компенсациями, Головатый установил вокруг своего дома камеры видеонаблюдения. А на самом предприятии еще с августа 2020 года с ним неизменно ходят охранники из КГБ. Глава Беларусь-Калия даже подарил Солигорскому РОВД казенные микроавтобусы. Изначально машины были даны в долг на перевозку задержанных участников протестных акций, ну и тихарей. Когда возник вопрос о возвращении этих самых микроавтобусов, заместитель начальника автопарка позвонил в РОВД, чтобы выяснить дальнейшую судьбу техники. Ответа он так и не получил. Зато спустя пару минут ему перезвонил сам Головатый с криками: «Там этих тварей в микроавтобусах возят, а ты их требуешь обратно?» Так автомобили на предприятие и не вернулись. Но как бы тебя ни охраняли, спрятаться от народа невозможно. Киберпартизаны опубликовали личные данные Головатого
и его семьи. Головатый Иван Иванович. Дата рождения, серия номер паспорта, идентификационный номер, мобильный телефон, в общем, слили все. Автомобили: BMW X7 светло-серый, Toyota Land Cruiser серебристый. Также киберпартизаны представили личные данные супруги Головатой. Головатая Юлия Петровна. Что интересно, работает Юлия Головатая поближе к мужу, психологом на этом самом предприятии. Но вот прописано не с ним. Более того, на нее сразу зарегистрировано 2 объекта недвижимости. В общем-то, эти люди имеют квартиры, автомобили, деньги, влияние, власть, а самое главное, покровительство синепалого диктатора и охрану от КГБ за наш с вами счет. И эти люди рассказывают белорусскому народу, что стачки, естественно, не будет, так как стачка пугает этих неандертальцев до ужаса. Как вы знаете, что даже Путин его вызывал по предзабастовочному состоянию, говоря о том, что Лукашенко не держит под контролем ситуацию в Беларуси. Это говорит только об одном: белорусы должны усилиться, подготовиться и остановить страну. Это легкий, это быстрый и, в общем-то, безопасный способ поставить на место всю эту незаконную хунту. Останьтесь дома, спасите страну. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это была история от киберпартизан. Подписывайтесь на канал Киберпартизан, ссылка в описании. И не забывайте подписываться на канал Реальная Беларусь. Ну а мы будем радовать все больше и больше вас подобной информацией. Пока. Да, так точно. Я разговаривал с Шароваром, он разговаривал там и с мэром, и все остальное. Все предприятия только работают на 30%. Практически Сколько? на 30%. То есть потихоньку закрывается. В смысле закрываются? Ну, не работают шахтеры, бастуют. Ну. Вот так. Люди выйдут, блядь. Да. И вообще они призывают, что если не выполнить их решение, Какое решение какое? сделать выборы и отстранение от власти, ну вы знаете какое. Ну. Тогда вообще к завтрашнему утру они вообще не выйдут на работу. Как оно будет и что? Ждем, 18:00 осталось немного. По Белкалю, товарищ полковник, на 8 утра вот отзванивался Соловей туда с Кривоцевичем. Все рудоуправления стали, дорабатывают только фабрики, заводы, которые невозможно без чрезвычайной ситуации остановить. То есть рудоуправление не работает? Так точно. Руда больше не добывается ни на одном рудоуправлении. Угу. Фабрики работают? Но это и то они потому что дорабатывают, чтобы не было взрывов, потому что их нельзя сразу остановить. Да все понятно.